Привет, меня зовут Кирилл. В сегодняшнем видео мы с вами опять будем говорить про вездесущее wish. Wish очень коварная грамматическая конструкция. Почему? Потому что в русском языке у нас есть wish, который совпадает с wish в английском языке, но в английском языке чаще всего используется wish, которая в русском языке переводится не так, как вам бы хотелось. Тем не менее, наш мозг играет с нами злые шутки, и нам все время кажется, что это оно, а это не оно. Очень часто нам кажется, что wish — это желание. Мы кому-то что-то желаем. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, поется в известной песне. Это один случай использования wish. Обратите внимание на структуру этого предложения или на паттерн, как я говорю очень часто. I wish you. Этот пример нам не подходит, потому что мы будем сегодня разбирать структуру или паттерн I wish I. Сожаления, которые вы перенаправляете на себя. I wish I. Не he, не she, не какое-либо это еще местоимение, а именно I. Жаль, что я чего-то там не сделал, например. Окей, вы знаете, что с wish у нас засада состоит в том, что мы можем использовать, как говорит нам prescriptive grammar, two patterns. Simple past and past perfect. Но вы все это прошли, в классе отсидели, в учебниках упражнения сделали, или, прости господи, Голицынский еще живой учебник, там сделали упражнения, вышли, так сказать, на пленэр или куда-то, выехали в англоговорящую страну, если вы живете за ее пределами, и слышите, что как бы что-то вообще не про то, что вам рассказывали. Либо еще проще, включили YouTube, смотрите какое-нибудь ток-шоу, и там субтитры идут, вы слышите и видите, что «Ой, а как же так, а почему так получается?» Сегодня мы рассмотрим случай, когда грамматика prescriptive не совпадает с грамматикой descriptive. Нужно быть осторожным, особенно если вы учитель, особенно если вы начинающий учитель, преподаете английский язык и категорично относитесь к разным формам грамматики. Потому что все мы знаем, что язык меняется. Меняется. То, что было актуально 100 лет назад, уже не актуально сегодня. Посмотрите на пример. Перед вами cartoon. Я его опубликовал, кстати, у себя в Инстаграме. Смотрите, написано, подпись. I wish I never agreed to let you read in bed. Я думаю, что у многих с грамматикой очень хорошо. Правила все мы прекрасно знаем, только не умеем их применять в большинстве случаев. Тем не менее, вы с легкостью заметите небольшую состыковку, потому что когда мы говорим о том, что произошло в прошлом, и мы хотим это поменять сейчас, нам нужно показать, что это было не просто в прошлом, а что это было еще дальше прошлого. А помните, по прямой таймлайн у нас есть настоящее, прошлое, и прошлое, которое еще дальше прошлого, это правильно, это perfect past. То есть, according to prescriptive grammar, we should have said something like, I wish I'd never agreed to let you read in bed. I wish I wish I'd never agreed to let you read in bed. Вы, наверное, спрашиваете себя, WTF? А почему так происходит? Вот веяние так называемого изменения языка. Когда англофоны говорят, они же не думают о грамматике. Когда вы говорите на своем родном языке, вы же не думаете, что там поставить, в каком падеже, с каким окончанием. It comes to you naturally, right? Same thing with native speakers of English. They don't think about grammar rules. They say what seems natural. It comes naturally to them. То есть, когда вы говорите о чем-то прошедшем, имеет место использовать, внимание, прошедшее. Когда вы говорите о том, что было, что вы согласились в прошлом, проще сказать agreed, нежели выстраивать эту сложную грамматическую конструкцию had agreed. Зачем нужен этот временной аспект? Время-то у нас прошедшее, правильно? А временной аспект конкретно, past perfect, перфектный. Зачем он нужен? Past perfect смысла никакого нового не добавляет в перевод. Смысл как был в прошедшем, так и остался. Единственное, что делает past perfect, это определяет очередность совершения действий. Поэтому, когда вы имеете дело с этим аспектом, у вас всегда должно быть несколько действий. Неважно, в одном предложении, из предыдущего контекста должно быть понятно и так далее. Если у вас этого нет,
На кой хрен вы используете past perfect? Спрашивала нас учительница английского. Зачем он вам нужен? Если у вас нет очередности. И если вам не нужно показывать, что первое произошло, что второе, что третье, что четвертое, если вы цифрами это показали. First, second and third. Не надо его использовать. Если вы используете слова before или слова after, вы же показываете, сначала я пописал, потом покакал. То есть сначала произошло одно, потом второе, ну или наоборот, там у всех по-разному. Не, я понимаю, у некоторых может все одновременно. Эти случаи частные мы не рассматриваем. Слово before and after — это слова, которые мы используем в русском языке, чтобы показать вот эту очередность. То есть сначала, до этого, после. В английском иногда недостаточно этих слов, и поэтому еще есть грамматика. То есть еще и грамматикой надо показать. I wish — мне жаль. Жалею я, сожалею. Помните, что это не хотение, потому что многие думают, что I wish — это я хочу. Ничего вы не хотите. Это все мираж. Этого нет. Я обратился к, собственно, YouTube, нашему, так сказать, родному YouTube. Смотрите, шорт, заголовки к шортам, смотрите, какие красивые. Один лучше другого. 10 healthy habits I wish I knew 10 years ago. Вот вам, пожалуйста, отсылка к прошлому 10 years ago. According to prescriptive grammar rules, she should have said something like I wish I had known. Следующий заголовок к короткому видео. Servant tip I wish I knew earlier. И здесь опять отсылка к тому, что было в прошлом. I knew earlier, or had плюс третья форма глагола, во-первых, добавляет весу. Во-первых, это много слов. Во-вторых, it's very bulky. Stuff I wish I knew when I first started. Опять же, отсылка к прошлому. I wish I knew when I first started. Things I wish I knew before moving to Singapore. Things I wish I knew before moving to Singapore. Появляется наша палочка-выручалочка. Before. Это слово четко дает нам понять, что сначала было первое, потом второе. Мы уже здесь не запутаемся, поэтому грамматически еще тавтологию повторять, показывать эту очередность нам не нужно. Вот совершенно. И вы заметили здесь слово know, глагол know, очень часто фигурирует в этой конструкции, именно в прошедшей обычно используют гораздо чаще, чем все остальные глаголы. Ну и напоследок, как говорится, to recap. Если вы человека знаете, познакомились с человеком, выяснили, что учились вместе в одном классе, и говорите, что жаль, что мы с тобой не встретились раньше. Как бы вы сказали это предложение? И второе предложение. Жаль, что вы друг друга не знали в 7 классе. Ну, допустим, вы выяснились, у вас общие знакомые были, и, в общем, если вы встретились, тогда было бы замечательно. Первое предложение. I wish I met you earlier. I wish I met you earlier. Or, prescriptive grammar says, I wish I'd met you earlier. I wish I knew you in the 7th grade. I wish I knew you in the 7th grade. Or, as prescriptive grammar says, I wish I'd known you in the 7th grade. I wish I'd known you in the 7th grade. Это называется spoken grammar. Очень много несостыковок в written grammar и в spoken grammar. Вы знаете, что английский язык, как и любой другой язык, имеет совершенно другие правила, когда мы переносим что-то на бумагу, потому что, как правило, на бумаге у нас нет контекста, и читателю нужно все подробно расписывать. Вы можете использовать, говоря о прошедшем и сожалея о том, что у вас не было в прошлом, конструкцию wish плюс past simple в речи, и на вас никто косо не посмотрит, никто даже не обратит на это внимание. Если вы пишете академическим письмом, увлекаетесь, либо это очень официальный стиль, также рекомендуют соблюдать правила original grammar, had плюс третья форма глагола или past perfect. Но если, как говорится, градус понижен и стиль письма casual, и вы хотите быть ближе к народу, вы тем самым показываете, что вы с человеком на короткой ноге, как говорится, используете именно simple past. Ну а если вы не хотите использовать по той или иной причине данный паттерн, главное, самое главное, это уметь узнавать. Это все, когда вы смотрите фильмы, в потоке быстрой речи вычленять и понимать, о чем речь, что эта речь не идет не о сейчас, не о настоящем времени, а именно о прошедшем. Потому что, помните, обычно мы говорим I wish I had money right now, когда мы говорим о сейчас или о будущем, right? То есть, чтобы путаницы не произошло. На сегодня это все. Желаю всем отличных выходных. Пока.